там наверху, да, вода холодная. Стол разделяется на 2, на 3, на 4. В общем, мама, я не голодный, я сыт. Оп. Була. Твои ее не... Ну вот там с левой стороны есть тропа. Я уже показывал, есть вот такой вот пик. Очень красивый. Скажи нам, Димас, каково оно курить на центре? В общем, мы пришли уже в третий лагерь. Честно, не знаю, какая высота. Надо пойти посмотреть там на табличке. Но выглядит красиво. Я бы даже сказал, наверное, самый красивый лагерь. Почему? Потому что я очень долго искал вот это вот растение. Это крестовик килиманджарский, как его еще называют, или синеция. Растет он только здесь. Я сейчас пойду прогуляюсь, покажу, как он выглядит вблизи. Вот только кинули вещи, начался небольшой дождь. Вот, ребята пока все еще в палатках. Хочу спуститься показать. Здесь еще есть у нас водопад рядом. Очень красивый, в принципе. Если учесть, на какой высоте мы находимся, да? Ну, сложно, наверное, назвать водопадом, как бы ручеек такой. Вот. Вот такие вот вороны, которые преследуют нас с первого лагеря. Можно, наверное, даже покупаться. Но для меня это очень холодная вода. Давайте попробуем. Да, вода холодная. Но все равно очень красиво. Водопад с той стороны. Добраться пока я не могу. Может, попозже. Вот, вообще вот эти вот крестовики достаточно большие. Это, видимо, какой-то маленький. Я надеюсь, что мы дальше пойдем, и я смогу показать, как выглядит побольше. Все-таки здесь есть, я не обманул. Выглядит вот так вот. Но вообще, на самом деле, мы с ребятами обратили внимание, что там наверху он начинается. И, возможно, у нас получится, мы попросим наших гидов, чтобы нас туда сводили, чтобы мы могли посмотреть и пофотографировать. Вот такая вот красота. Ну и вот крестовик поближе. Я видел фотографии в интернете, там, где не одна такая часть, то есть не один столб, а разделяется на 2, на 3, на 4. Я надеюсь, что дальше мы такое увидим. Я все забыла показать, как нас кормят. Вот. Сейчас у нас первое овощной суп, салат. Здесь у нас есть кофе, разные соусы, острый, кетчуп, чай, какой хочешь, арахисовое масло. У нас была нутелла, мы съели. Там у нас арбуз, какао. И сейчас нам еще принесут второе. Овощи, картошечка, мясо, салат. У нас даже есть свой официант, который нас кормит. Каждый день приносит нам еду, расставляет все. В общем, мама, я не голодный, я сыт. Там наш лагерь. В общем, мы все-таки вышли на этот выход. Наш гид Рама потащил нас по этой скале, через вот эти джунгли. В общем, пробираться было сложно. Вот у нас синеция. А вот именно так, к которой я хотел прийти. Очень большая, очень красивая. Да, крестовик килиманджарский. Выглядит очень круто. Здесь водопад. И мы продолжаем двигаться туда. Сквозь водопад. Ух ты! Оп! Ого! Чуть не убился. А ты прям хотел, чтобы я убился, да? Не. Опа! Я хотел стать героем и спасти тебя. На самом деле это прикольно. Да, это прикольно, я уже весь мокрый, весь грязный. А еще знаешь, что это высушить негде будет. Да, да. Такая погода. А как синеция такая только у рек. Она постоянно пьет воду.
У него в стволе как будто труба такая, трубочка. Она вот питает воду, свои листья втягивает. Ага. Ее можно найти только в реке. Она никогда не отбрасывает листья. Они вот так засыхают и находятся, и новые потом разрастаются. Потом эти засохнут, новые разрастятся. Подписывайтесь на канал. С нами был Дмитрий, Local Guide Суахили. Наш лагерь уже не видно. Продолжаем двигаться. На самом деле я не снимаю дорогу между лагерями, потому что смотреть в принципе нечего. Мы даже с ребятами шутим, что во время восхождения мы видели в основном только камни и еду. И восхождение было очень вкусным. Вот. Но это первые, по крайней мере, дни. А вот здесь вот уже очень красивая природа. Хотя очень сложно сказать, что мы в Африке. Да, обычно все как думают, выглядит Африка. Солнце, жара, сафари, слоны. Вот это Африка на 3600 метров. Короче, мы пришли к водопаду, про который я говорил. Вот. Вообще, на самом деле, я не видел ни в одном видео про восхождение подобных водопадов, подобной красоты вообще. Вот, спасибо нашему гиду Раме, что нас сюда привели, хоть это было не особо легко, потому что, в принципе, одеты как мембранные штаны, мембранная куртка. Всю дорогу идет дождь, и, в принципе, я даже не знаю, как мы будем спускаться. Ну, наверное, было бы красиво посмотреть на водопад, если бы там кто-то не стоял. Сейчас я его покажу поближе. Так, ну что, сейчас мы спускаемся. Вот. Водопад там, сбоку. Дождь все идет. Потихонечку я начинаю понимать, что моя мембранная куртка уже вроде как почти не мембранная. Не знаю почему. Самое интересное, как мы сейчас будем все эти вещи сушить в палатке. Потому что мы завтра будем подниматься еще выше. На 4200. Вот, поэтому там, наверное, будет еще холоднее. Local Guide Дмитрий. Скажите на африканском, какие впечатления? Ni vizuri sana. Sasa inaonyesha mvua. Kwa hiyo ni vigumu sana kuja hapa. На самом деле мы никогда не узнаем, что он сказал. Да. И может быть он... Да. Алфавит перечислил. Может быть он просто соврал, да, алфавит перечислил. Спасибо, Димас. Да, конечно, кто бы знал, что на высоте 3600 будет намного красивее, чем было ниже. Чтобы знал, что в Африке есть вода. Да. Да вообще, я уже сказал, что это эксклюзивное видео, потому что сколько я посмотрел в интернете, я ни у кого не видел, чтобы кто-то выкладывал подобное. У всех что, обычно одна дорога, да, там? О, красота, цветочки какие! Боже, ребят, вообще не могу остановиться снимать эту красоту. Сейчас мы посмотрим на Синецию с другой стороны. Вот, ребята все уже убежали. Я отстаю. Я думаю, мы так бежим, потому что наш гид вышел просто в одной кофте. Он даже не одел куртку. Я думаю, что он весь мокрый насквозь. Вот, сейчас за камнем покажу вам, как выглядит Синеция с этой стороны. А вот там вот наш лагерь. Вон наши ребята. Пойду догонять. Мы, как обычно, проснулись. Позавтракали. У нас был медицинский осмотр, нас проверили, сейчас мы будем выходить. Сегодня нам нужно будет пройти опять приблизительно 5-6 километров. Вот.
Но сегодня хоть хорошая погода. За моей спиной видно Килиманджаро. Ну, я надеюсь, что видно, да, видно. С другой стороны какая-то тоже неизвестная гора со снегом. Вот это наши гиды. Сегодня ночью, кстати, было уже прохладнее. Напомню, что мы находимся на высоте 3600 метров. Сегодня ночью я спал не только в термобелье, еще я одел даже флисовую кофту. Было очень красиво, я сейчас покажу. С той стороны видно Кению. Ночью, когда выходил в туалет, все светилось. Да, там, видимо, какой-то город находится. Вот так вот. По дороге, не знаю, буду сегодня снимать что-то, не буду. Посмотрим, если будет что-то интересное, красивое, обязательно покажу. Все, до встречи. Ой, ля, красота! Вот так вот сегодня выглядит наш подъем. Там уже сверху Портера, ребята. Ну, хоть гора ближе стала вроде. В общем, я не знаю, видно на камере или нет. Но вот там с левой стороны есть тропа, по которой мы все-таки пойдем наверх, на вершину. Ну, в общем, на самом верху там очень крутой угол. Local гайд Дмитрий говорит, мы будем ползти. Да, там просто Спайдермен находится, он будет нас потихоньку по одному таскать. Да, ну, будем надеяться. Как-то так. Там луна. Даже говорить тяжело, честно. Но, скорее всего, не от усталости, а от того, что просто кислорода не хватает. Мы сейчас приблизительно где-то на 4000 метрах за моей спиной. Наш лагерь где-то с той стороны находился на 3600. Мы сейчас поднялись выше. Сегодня мы пьем чай с таким видом. Мы разделились на две группы. Ребята, которые быстро идут, и ребята, которые медленнее двигаются. Это в том числе и я. На самом деле просто наслаждаемся пейзажами. Не вижу смысла куда-то торопиться, потому что в лагере, в принципе, делать нечего. Вот, рядом с Килиманджаро, как я уже показывал, есть вот такой вот пик. Очень красивый. На самом деле, внешне выглядит намного лучше, чем Килиманджаро. То есть за моей спиной Килиманджаро сейчас. А это вот как раз пик. Собственно, мы сейчас туда будем идти, у нас там будет лагерь. Там мы будем ночевать. Сейчас я хочу пройтись и спросить у Димы, как он себя чувствует во время восхождения. В каком плане, как он себя чувствует? В плане курения. Да. Я думаю, что многим это будет интересно. Я на самом деле сейчас не курю уже достаточно долго. Да, если так можно сказать. Ну вот, и мы спросим, что он курит, как он курит, нравится ему или нет. Кстати, здесь везде есть вот такие камушки. Вот, вот. Здесь очень много. Есть какие-то побольше. С этой стороны. Вот. Как сказали наши гиды, что нужно ставить камушек сверху. Вот, 1, 2, 3. То есть это 3 человека. Тот, кто ставит сверху камушек, последний, если камень падает, то ты не вернешься с горы Килиманджаро. Мы тоже с ребятами так делали, но просто мы взяли большие камни, поставили их друг на друга, ну, чтобы точно мы все вернулись. Вот. Димас даже закурил. Вот. Скажи нам, Димас, каково оно курить на высоте 4000? Что ты чувствуешь? Главное в течение минут 5 не начинать ход, потому что начинается отдышка. То есть лучше вот курить за 5 минут до выхода в горы. Угу. Сколько раз в день ты куришь? Здесь курить вообще не хочется. Я максимум 5 сигарет выкуриваю. И то не сигарет, я курю Айкос.
Мгм. Иногда могу шлифануть вечером сигареты обычные. Но не больше 5 штук выходит в день. То есть я взял с собой 6 пачек. Я еще и первую Стиков не вот эти, да? Да. Я и первую еще толком не закончил. А сигареты обычно сколько ты курил? Скурил, помнишь? За все время. Вот сегодня 4-й день. 74-й день, 3 сигареты. 3 сигареты. Ну и в принципе, что ты скажешь курящим людям? Как они себя будут чувствовать? Здесь можно бросать курить как раз. Да ладно, ты шутишь. Я бы на тебя смотрю, ты себя хорошо чувствуешь. Но я себя чувствую хорошо, на плане вы будете уменьшать количество сигарет. Если вы курите пачку в день, здесь, поверьте, вы выкурите, ну, штук 7-8. Во-первых, некогда. Вот перерыв на чай, 1 сигарету выкурите максимум. Потом, пока придете в лагерь, там 1. И после ужина 1, больше не хочется. Ладно, спасибо тебе, Димас. Да, бросай курить, кури меньше. Так, ну что, мы добрались до нашего лагеря следующего. Вообще хочу сказать, что я прям в восторге, потому что каждый лагерь очень красивый. Все видео, которые я видел в интернете с других маршрутов, ну честно, везде как-то было пусто, и мне казалось, что люди идут, а вокруг вообще ничего нету, и даже обратить внимание не на что. Все-таки мы с ребятами решили, что наш маршрут, он, наверное, самый недооцененный. Ну, очень красиво. Смотрите, за моей спиной как бы вот эта вершина, про которую мы всю дорогу говорили. И, кстати, как очень стыдно, что никто из нас даже не знал названия. Ну, сейчас мы спросили у гидов, они говорят, что это гора Мавензи, точнее пик. Да, это один из пиков горы Килиманджаро, да, или стратовулкана. Вот, здесь есть вот такого плана озеро. Нам сказали, что в этом озере можно покупаться. Сейчас подойдем, посмотрим поближе. Но гиды не разрешают здесь купаться. Понятное дело, не знаю, кому понадобится здесь плавать. Вот, а воду они отсюда не берут. У нас еще сегодня будет выход экскурсионный, как, в принципе, был позавчера и вчера. Я надеюсь, что мы куда-то пойдем в ту сторону, да. Может быть, мы даже поднимемся. Ну, конечно, это, наверное, все такие догадки. Потрогать снег или что-то типа в этом роде. Сейчас подойду. Вообще, наверное, не подойду, потому что очень грязно. Смотрите, здесь есть буйвол. Точнее, рога буйвола. Вот они. С этой стороны стоят. Там очень грязно. Не хочу туда идти. Ну и вот такой вот вид. Там наш лагерь. Опять же, туалеты. Кстати, в каждом лагере есть туалеты. Удобно, потому что я на самом деле думал, что придется все-таки ходить где-то на улице. Ну вот, и как в прошлом лагере, сейчас покажу табличку с высотой. Посмотрим, сколько нам идти к следующему лагерю, посмотрим, сколько нам идти к пику. Вот, уже почти подошел. Так. Ну что тут пишут? Мавензи Тарнхат, высота 4315 метров. А отсюда к следующему кемпу нам идти 3 часа. Вот, 5 километров. О, нет, это неправильно. Это к обратному, откуда мы пришли. А к нам, наверное, идти в Скулхат. Вот 10 километров, это 5 часов нам завтра нужно будет пройти. И потом Ухуру Пик, 17 километров, 12 часов. Ну, как-то так. Надеюсь, что будет не так сложно. Кстати, я еще хотел сказать по поводу туалета. На самом деле, я никогда в жизни так часто не ходил в туалет. И все ребята с нашей группы, мы так много пьем воды, приблизительно 1,5-2 литра в день. Ну, честно, чтобы не соврать, наверное, минимум 10 раз в день мы все бегаем по-маленькому в туалет. Да? Кто-то даже бегает по-большому, потому что нас очень плотно кормят. Ну, в общем, будьте к этому готовы. Берите с собой влажные салфетки. Я взял 160 штук, и, в принципе, я надеюсь, что мне этого хватит. А и покажу, как ребята воду. Вот здесь водичка, она идет прямо из-под земли. И, в принципе, вот так вот они готовят воду к обеду. Ладно, пойду раскладывать вещи. Увидимся дальше. Фух. В общем, мы вышли на экскурсионный выход. Не успели даже, можно сказать, отойти от нашего лагеря. И нашли очень интересную местность. Вот, за моей спиной опять это Синеция, крестовик Килиманджарский. И самое интересное, я говорил, что воду они берут там из-под земли в каком-то источнике, но, как оказалось, нет. Вода идет отсюда, потому что Синеция растет в основном рядом с водой.
Сейчас покажу поближе. Вот такая красота. Где-то здесь был шланг протянут. Вот там вот, если присмотреться дальше, прям дотянут шланг и как раз к нашему лагерю. А вот и наш лагерь. О, подожди, поделай так. Все наполнено водой просто. Крутяк. Это аквадискотека. Ага. Дискотека, Вам я комната грязи. Пойдем. Такая вот милота. Здесь у нас есть. Водичка стекает, небольшой ручеек. Ну, вот, еще Синеция вблизи. Круто. Похоже на ствол ананасового дерева. Здесь уже сухие листики. И вот там, где желтое пятнышко, высохшая трава, там тоже растет синеция. Как сказали гиды, питается, там дождь пройдет, водичка останется, ну, роса. Вот. Вот так вот. Мы идем выше. Там как раз вот этот пик Мовенси. Может быть, мы подойдем сейчас к месту, где снег можно будет уже потрогать, да, не считая вершины. Ну ладно, увидимся дальше. Короче, одно дело было подняться. Мы поднялись на 200 метров выше, на 4500. Вот, сейчас покажу, как выглядит спуск. Правда, опять все затянуло туманом, ничего не видно. Хотя внизу вот было видно наш лагерь до этого очень хорошо. Наши ребята говорят, что спуск с Килиманджаро, с вершины, будет с такого же ландшафта, только без камней. Здесь мы видим камни, а там их не будет. Но радует, что они говорят, забудьте этот выход комбинационный, потому что на Килиманджаро будет полегче. Ну, опять же, за 4 дня мы уже поняли, что нашим ребятам верить очень сложно. Они просто пытаются подбодрить, так что уверенным быть невозможно.